Вы можете нам знать, надо нам знать, воды на уголок. Знать, я буду бомбить, я буду ругаться, потому что я видно. Я видимо. Надо, погнали. Весьма коктейли, славные методы будут. Сиськи-письки, цукры, ну, погнали. Я не буду рисковать, вылезать, снимать, как будет, будет. Без цензуры. Вот вы собрались передо мной. Боитесь, дрожите, детей к груди прижимаете. По нашим землям прошел император Эмгыр. Осадил каждую крепостицу отсюда до Синих гор. Рвет и кусает нас, как бешеный пес. Люди севера, вы стоите у обрыва. Короли предали вас, и вы обратились к богам. Но вы не молите, не падаете на колени, посыпая голову пеплом. Нет, вы скулите, почему боги оставили нас? Пора вернуться на путь, с которого мы давно сошли. Было время, когда наш мир соприкоснулся с другим. Ученые зовут это сопряжением сфер. Волей богов силы зла проникли в наше обиталище. И в этой катастрофе родилась нечестивая сущность, что зовется магией. Но мы не запретили ее. Нет, мы изучали ее ради власти и могущества. А что же чудище у наших дверей? Подлые останки сопряжения. Тролли, трупоеды, волколаки. Воздели мы меч против них? Или возложили эту ношу на других? На тех, кто зовется ведьмаками. На заблудших детей, обученных волшбе, чьи тела извращены богопротивными ритуалами. И они борются с чудовищами, хотя не отличают добра от зла. Искра человечности давно уже угасла в них. Да, с годами их все меньше. Но и поныне они бывают в наших краях, за деньги выполняя свою кровавую работу. Позоря нас самим своим существованием. Истерзанный войной север обливается кровью. Битвы есть удары бичей божьих, что очистят грехи наши. Вспомните об ужасах, терзающих наш мир извне. Дикая охота скачет по небесам каждое полнолуние. Темные эти всадники, вестники второго сопряжения, уводят наших детей в неведомые земли. Но можем ли мы обратиться вспять к свету? Хватит ли у нас сил изгнать чародеев и объединиться вокруг тепла вечного огня? Ночь, час меча и топора. В этой войне никто не поможет нам. Ночь, час безумия, час презрения. Воу. Молодец. 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 Я не знаю.
Я не знаю, будет или нет. Давай, да, не будет. Я не помню, нет или нет. Но это есть. Я такие кровати вот. Ты иди сюда. Ну где ты не... Я не заходы. Убежал. Там подвинно. О, да. Я не думаю, что это будет делать. Окей. Я скажу. Давай, опять пойдем. Фильмак. Окей. Успей оформить карту Тинькофф Блэк с дизайном знаменитых картин и получи бесплатное обслуживание навсегда. Тинькофф, он такой один. Следовой не будет меня. Давайте. Пока мы... Слушай, это совсем не смешно. Ла-ла. Я не хотела тебя веселить, только разбудить. Уже полдень. Ты обещал Цири, что позанимаешься с ней. Иди, а то весь мир замучает ее своими гравюрами. Ну, Ну я пошел. Ага, пока.
Рекомендую сюда. Говорю. Это мадам. Я не люблю. Я тут подумал, может, Цири подождут еще немного. Это не педагогично и неразумно. Мне тебя очень не хватало. И мне тебя. Но у нас еще будет время. Я искупаюсь, сделаю макияж, а ты как раз позанимаешься и вернешься. Из всех женщин, которых я знал, только ты красишься перед сексом. А ты их так много знал? Не все ли равно? С каждой я всегда думал только о тебе. Он ля. Окей. О. Холера. Отличный у нас все-таки перевал. Ты весь сок выпила. Знаю. Можешь принести еще после тренировки. Пускай. Погоди. Старый ведьмак крепко спит, а Цири, разумеется, куда-то пропала. Разумеется, она предпочитает теорию и практику. Что? Подъем, мастер. Такие скучные уроки, что ты сам на них засыпаешь. Вот холера. Я только прикрыл глаза, пока она делала выписки из Гули и Альгули. Ты дал ей этот кирпич? Ничего странного, что она заскучала. У Иоанна из Бруга не самый легкий язык, это правда. Зато пишет он обстоятельно. Это тебе не нынешняя глупость. Что, опять на маятнике? А я сколько раз ей говорил. Не тренируйся одна, только ошибки закрепишь. Отведи нашу барышню на Нижний двор. Если хочет позаниматься, милости просим.
Распустили мы ее. Мы? Я с самого начала говорил, что Цири нужна крепкая рука. Говорил, это верно. Но она тут же села тебе на шею, как и всем остальным. Ладно, и я не без греха. А значит, мне ее и к порядку призывать. Ну, давай. К чудовищам нельзя относиться легкомысленно. Если Цири хочет стать одной из нас, ей придется это понять. Увидимся внизу. Нет. Понятно, почему ты так сюда рвалась. Бей. Ла. Цири, ты не в цирке. Пируэт? Нет, ноги. Хватит, слезай. Сальто? Как иначе? Можешь снять повязку. Есть еще над чем поработать. Рефлексы слабоваты. Для ведьмака может быть. Думаешь, утопец или стрыга будут тебе поддаваться, потому что ты не прошла ведьмачьих мутаций? В любом случае, на твоем месте я бы боялся Весемира больше любой стрыги. Пренебрегать его заданиями неразумно. Ой, да ну. Эта книжка была страшно скучная. Я знаю. А ты знаешь, что это не повод. Ай, прости, я все поняла. Больше не повторится. Ай. Извинений недостаточно. Ты должна прочитать Гули и Альгули целиком. С комментариями. Нет, пожалуйста. Я лучше буду чистить конюшни. Я уже все сказал. Пойдем позанимаемся внизу с остальными. Мы побежим через стены? Конечно, через стены. Ты в школе ведьмаков или в оранжерее? Я внизу первая. Только если свалишься. Что я говорил о дыхании? Дыши ртом в ритме шагов. Цири, не кривляйся. Что? Застрял? Тебе помочь? Я победил. У тебя ноги длиннее. Я тебе еще покажу. Только сначала вырасту немножко. Я искал кнопки. Ты что-то хочешь сказать, госпожа моя? Я ужасненько виновата, дядюшка Весемир. Молодая кровь требует дела. Я понимаю. Но в бою знания важны не меньше меча. Ты должна хотя бы гуля от альгуля отличать. По отметинам, якоже у пантеры тигриной, в зерикании живущей и телом нездраво бледной.
Значит, ты прочла раздел. Но ты все равно должна была спросить, а не... Но ты же спал, дядюшка Весемир. Что ж ты сразу не сказала, что сделала задание? Не используй преимущество при первой возможности, но только тогда, когда это даст наибольший эффект. Так дядюшка Весемир говорил. Ты способная ученица. Не слишком послушная, зато способная. Ладно, хватит болтать. Геральт в паре со мной, Ламберт с Эскелем, Цири с куклой. Опять? Не привередничай, берись за меч. Ну что, повторим основы или сразу спарринг? Основы. Начнем сначала. Даже мастерам стоит иногда вспоминать основы. А Цири новичком-то назвать сложно. Окей. Доставай меч, Геральт! Будет быстро и больно. Быстрые удары. Раз, два, три. Сильнее, чтобы удар в костях чувствовался. Эй, барышня, локоть при ударе не выпрямляй. И раз. Геральт, не выделывайся. Что ты творишь? Вот тебе. Вардель. Да, я для всего этого. Уклоняйся. Ноги, Цири, про ноги не забывай. Ты двигаешься сегодня, как муха в смоле. Еще раз. Теперь блок. Цири, смотри, под каким углом Геральт держит меч. Что мне блокировать? Я дерусь с глупой куклой. Научишься плавать, пустим в воду. Репост! Удар! Отвечай! И раз. Б. Кляш ему! Вот тебе. Вартерио. А теперь, барышня, займемся ведьмачьими знаками. Начнем с Квена. Квен иногда называют ведьмачьим щитом. И смотри почему. Ну давай! Наложи игник, Геральт, и чтобы искры летели. Видишь, если бы не Квен, кто следующий? Арт, Геральт, давай! Поняла? Арт собьет. Переходим к Аксию. Сучья кровь, как я его не люблю. Ах, от Аксия все в голове путается. Окей. Теперь Ирден. Помнишь его? Видишь, Цири? Так я и шевельнуться не смогу. Кидай бомбу. Не бойся, Цири, Квен выдержит.
Стар я для всего этого. Геральт, не выделывайся. Ой, да. Будет быстро и больно. Хватит с тебя! Неплохо. Не бью. Ладно, достаточно. Теперь спарринг. Гулька. А это добавил будет. Нет. Не. Ух ты! Да ты просто зверь! Цири, давай слезай. Ах, вот же дьяволенок. Как вернется, посажу ее полировать все мечи Каэр Морхена. Ты нашла шлем? Цири? Будешь чистить все мечи до последнего. Что за... Весемир! Правда. Я долго ждал этого, Белый Волк. Нет! Один размер. Удивительно. Ну, как бы я только покажи. Походу. Ну. Посмотрим. Пусть играть будет, пока не будет. В своем мече 27. Одну. Тогда. Все в порядке? Кошмар приснился. О чем? Долго рассказывать. Заря еще не скоро. Время есть.
Все началось в комнате для гостей в Каэр-Морхене. Я грелся в воде, а рядом была Трис? Йеннифер. Забавно, да? Ее там и не было никогда. Но во сне все было такое настоящее. И она чем-то парила тебе мозги? Угу. Тогда все точно как наяву. Мы найдем ее. Потом я пошел за Цири, мы вместе тренировались. Вот были времена. Маленькая разбойница. Я тренировал детишек, которые были быстрее, сильнее, но ни у кого не было ее характера. Закончилось все не слишком хорошо. Я про сон. Не слишком. Появилась дикая охота. Они бросились на Цири. А я не мог двинуться, стоял как столб. Это только сон. В том-то и дело, что не только. Каждый раз, когда Цири мне снилось, что-то было не так. Что-то ей угрожало. Мы научили ее защищаться. И от призраков тоже. Ну, пора маленько. Сейчас рассветет. Пора ехать. Стараюсь. Покажи-ка мне письмо от Йеннифер. Может, ты упустил что-нибудь? Ничего я не упустил. Мы должны были встретиться в Вербицах. Только их спалили дотла. Остается идти по ее следам, так что... Помолчи немного и дай мне письмо. Ага. Пахнет сиренью и крыжовником. Ты собирался его читать, а не нюхать. Нам надо встретиться как можно скорее. Вербицы у Вызимы. Там нам больше делать нечего. Тут еще по скриптам. Единорог по-прежнему у меня. Это она о чем? Чучело единорога. Мы использовали его пару раз. В определенных ситуациях. Чего молодежь только не выдумает. Вернемся к делу. Как думаешь, сильно мы от Йеннифер отстаем? На 2-3 дня. След свежий. Только вот ведет он на Большак, а там его наверняка уже затоптали. Постой. Слышишь? Слышу и чувствую. Гули. Ну, клево. Ну, конечно. Когда войско проходит, за ним по пятам идут трупоеды. Идем, пока новые не набежали. Ой, Эй, ты куда собрался? Вернись. Я рассказывал, встретил я как-то чародея, который утверждал, что это, мол, исключительно полезные существа. Потому что из их крови можно варить эликсиры? Нет, потому что они, поедая гниющие тела, предотвращают эпидемии. А он знал, что живых они тоже едят. Нет, и очень из-за этого огорчился. Это разрушило всю его теорию. Плохо для наших война повернулась. Кто тут наши? Королевство Севера. Теперь скорее королевство Родовида.
Ни Тимерии, ни Кейдвена больше нет. Давид Давай. говорит, что как только выиграет войну, вернет войска на старые границы. А ты веришь? Надо во что-то верить, а Ну, то жить не хочется. я думаю. Нет, всякие букеты. Гуль подадите. Идем? Я. На помощь! Помогите! Здорово. Надо больше. Ты больше. Улетел? Да, вылезай. О, боги! Я ж едва не кончил так же, как моя кобылка. Это если бы повезло. Твоя кобыла умерла сразу, а грифоны любят помучить. Едят живьем по кусочку. Вы... Вам, надо думать, вознаграждение полагается. Да, пойдет. Пара крон всегда пригодится. Ох, мошна-то у меня прохудилась. Сперва нильфгаарцы товар реквизировали. А теперь вот это. Возьмите. Как там след? Как я и говорил, доходит до большака и обрывается. Затоптан. А вы ищете кого? Да, одну женщину. Невысокая, длинные черные волосы. Видел такую? Нет. Ну вот что. Тут, в Белом саду, есть корчма, единственная в округе. Проезжие часто там останавливаются. Так, может, чего и узнаете? Неплохая идея. Тем более тебе рану нужно очистить. Да что там, он меня едва царапнул, но ржаной водки я бы выпил. Такой, знаешь, холодный. Прямо из погребка. Так едем. Окей. Привет. Привет. И пока. Значит, Грифон так близко к деревне. Странно. Вот и мне так кажется. В лесу, в горах, да, но здесь, у большака. Может, это из-за войны? Повсюду трупы, запах крови, паленой плоти. Иногда это сводит чудовищ с ума. Людей тоже. В Белом саду надо быть поосторожней. И как только что-нибудь узнаем, сразу поедем дальше. Получил горбушку хлеба. Бабка моя рассказывала, как Кузнецов сынок пропал. Мужики начали ведьмака пытать. То раз начался в околице. Ну, нахитрился, то все. Почему я кто? Какой вот. Вот. Ты свой не могу потом. Аккуратно музыка. Что?
Сними это, пока не поздно. Это, между прочим, герб. Те мерзкие лилии. Пускай висят. У нас уже не Тимерия, дед, а Нильфгард. Да не в жизнь. Чё? Ведьмаки? Я с выродками не пью. Прошу прощения за этих пьянчуг. Да ничего, мы привыкли. Да ты... Люди здесь нервные. Мало того, что войска только прошли, так и Грифон шныряет. Да уж, мы с ним уже успели познакомиться. Вредная скотина. Вредная? Это мало сказать. Бедную Лину так подрал, что она уже одной ногой в могиле. Эх, ну ладно, про несчастье-то. Чем могу услужить? Водочкой. А вы чего изволите? Ну... Покажи, что у тебя есть. Окей. Окей, ну тут... Оу. Ну... Где? Мама. А денег-то дают за Грифона? Пока нет. Раньше, если такое чудище в округе гнездо совьет, староста на награду в складчину собирал. Или ехал к господину просить помощи. А теперь староста даже в нужник без согласия черных не ходит. А господина, кажется, повесили. Вот и нет на него заказа. Жалко. Мы бы помогли, только не за даром. Оживленно тут у вас. Так ведь все в пути. Один родных ищет, другой от фронта бежит подальше. И каждому зайти надо, выпить, ночь в тепле провести. Значит, война вам на руку. Пока, ну, конечно, так. Но по мне, лучше б мир вернулся. В такое время никогда не знаешь, что завтра будет. Да. Я ищу одну женщину. Темные волосы, фиалковые глаза. Одевается только в черное и белое. Ехала из Вербиц. И... Знаю, что это звучит глупо, но... Пахнет сиренью и крыжовником. Не видал такой. Я бы запомнила, уж поверьте. Да, ее не забудешь. Может, кто другой вам подскажет. Много тут приезжих со всех сторон. Поспрашивайте. Покажи, что... Спасибо за все. Банки, банки. Так, кто?
Помочь тебе с перевязкой? Успокойся. Я еще не совсем рассохся. Тогда поспрашиваю про Йен. Угу. Боже. Только лучше бы нам поменьше внимания привлекать. Да. Слышал? Черные уже поля меряют. Да и пускай меряют. Лишь бы хлеб не жгли. Ой, драмил, драмил. Ну. Поговорим. Я кое-кого ищу. А мы покоя ищем. Отойди, приблуда. Покуда у нас пиво в кружках не скисло. Говори живо. Была тут женщина, одетая в черное и белое. Говорят, пронеслась такая ночью по деревне. Так летела, что Родобора в канаву спихнула. Куда поехала? Не знаю. С большака дороги во все стороны идут. Люди, ведьмак у Мики разум отнял. А у тебя язык к нему, если не заткнешься. Еще раз. В игре 4 фракции. Чего? Фракции, команды, масти. Что-то вроде пики и червы. Только у каждого цвета свои фигуры и еще особые карты. Может, лучше войну сыграем? А то покуда вы... Пустая трата времени. Скорее Земля станет вращаться вокруг Солнца, чем ты поймешь правила. Могу я тебя отвлечь на минуту? Почему нет? Альдерт Гейерт, заслуженный профессор Оксенфуртской академии. Читаю курс современной истории. Геральт из Ривии, ведьмак, незаслуженный. Я ищу одну женщину. Длинные волосы, одета в черное и белое. Ты видел такую? Разумеется, нет. В отличие от Охлоса, я знаю, что Вестница войны лишь сказка. Вестница войны? О чем это ты? Люди болтают, что по ночам через поля ездит морок, который выглядит как прекрасная женщина, такая, как ты описал. За ней движется войско, а того, кто перейдет ей дорогу, ждет несчастье. За последнее я лично ручаюсь. А ты знаешь, где ее в последний раз видели? Нет, меня интересуют факты, а не легенды. Мне надо идти, прощай. Погоди, ведьмак. Мне кажется, ты гражданин мира. Может, ты и в гвинт играть умеешь? Нет. И у меня нет времени учиться. Но ведь это так просто. Давай, сыграем. Вообще, почему нет? Отлично. Сейчас объясню тебе правила. Так это... Вот, это... Нормально. Окей. Мало.
Самоволка. Лук. Да. Да, эта игра не для каждого. Здесь требуется аналитический склад ума. Если доведется побывать в Оксенфурте, и ты захочешь сыграть с настоящим мастером, спроси Штепана. Он вроде простой кабачик, а в гвинт обыграет любого. Я запомню. Спасибо. Да, блин, мне не повезет. Пора я тут понял, я хочу... О, ты вернулся! Так как? Сыграем партийку? Сыграем в эту твою игру. Интересная партия. Если захочешь взять реванш, дай знать. У меня карт нет. Я ищу женщину. Как и все. Нет, не как все. Это пахнет сиренью и крыжовником. Одевается в черное и белое. 2 шнапса. Это улучшит тебе настроение. Окей, блин. Ладно, выпью. Давай лучше к делу. Ты ее видел? Йеннифер из Венгерберга? Я не говорил, как ее зовут. Но хорошо ее описал. А у меня так. Если я хоть раз что услышу, то никогда не забываю. Так. Окей. Откуда ты знаешь Йеннифер? Что за вопрос? Из баллад мастера Лютика. У бедного торговца нет другой оказии прикоснуться к великому. Ну, если только ему не повезет так же, как мне. И он не нарвется на очень терпеливого ведьмака. На самого Геральта из Ривии, мясника из Блавикена.
Кто ты? Паршивый бродяга. Гюнтер Одим, к вашим услугам. Бродяга — это теперь профессия? Когда-то я торговал зеркалами. Потому веселая молва окрестила меня также господин Зеркало и стеклянный человек. Меня ты тоже знаешь по балладам мастера Лютика? Твое здоровье! Ты видел Йеннифер? Прости, но я просто обязан спросить. Речь идет о любви? Ты угадал. Это любовь. Я так и знал. Говори, что знаешь. Пока ты не появился, мне и в голову не приходило, что это Йеннифер. Кто бы мог подумать? К делу. Разведчик Нильфгардского гарнизона ее видел. Где? В их лагере. Она ворвалась туда среди ночи, черная и белая, крыжовник и... Да, я знаю. Наорала на командира гарнизона и помчалась дальше. Куда? Я не всеведущий. Спрашивай в гарнизоне. Спасибо. Ладно, говно. Мы, люди с Большака, должны держаться вместе. Может, когда-нибудь я окажусь в беде, а ты будешь поблизости. Окей. Ну что, выпил? Ага. Тогда упердывай. Нам здесь таких не надо. Я вам ничего не сделал. Успокойся. Правда, ничего не сделал. Уже с чарами лезет, сукин сын. Хватай его! Приятно было познакомиться. Окей. Неприятности ищешь? Гестера, вот пропустишь со мной кружечку? А теперь Дерва. Ага. А ты любишь сверчков? Окей. Окей. Это... Потом другие. У меня только никого пока.